Доброе утро. Сегодня хочу рассказать о том, где я работаю, кем работаю, ну и в общем, как проходит мой рабочий день. Идем на станцию, садимся на метро, ну и отправляемся в офис. Работаю в японской компании, которая покупает подержанные автомобили на японских аукционах и экспортирует их в разные страны. Работаю я на позиции логиста, то есть сращиваю маршрут движения автомобилей с момента покупки на аукционе и до конечного пункта назначения. Мой рабочий день начинается в 8 часов утра и заканчивается в 5 вечера. Также дается 1 час на обед. Начинаю я свой день с проверки электронной почты. У меня их 3. Если какая-то работа еще остается с предыдущего дня, необходимо ее как можно быстрее закончить утром. Также закрываю все вопросы от клиентов касательно логистики, ну и уже перехожу к своей основной работе. Хай, брат,です。そうですね。はい。はい。了解です。はい、お願いします。はい。Видосики засветитесь? Видосики засветитесь? Просто сидеть ничего не. Как обычно. Основная моя работа заключается в подготовке списков на машины, которые должны отгружаться. Также это блокировка пароходов, назначение порта отгрузки, даты, количество машин и так далее. Ну и, конечно же, чтобы срастить всю эту схему логистики, необходима коммуникация с разными агентами. В большинстве случаев это японские агенты. Ну и так как основная масса автомобилей у нас уходит в Россию, Владивосток, необходимо также общаться с российскими. Да. Вот, может быть, либо вечером, да, выйдет, либо утром 20-го. Вот, ну, в любом случае, там нормально. Ну, вот, давай. Да. Ну, причем там 170 машин всего в этот раз. На позиции логиста я уже нахожусь практически 1,5 года, хотя изначально по приходу в компанию я сидел на кнопке в качестве байера, покупал машины. Но после того, как я узнал, чем занимаются логисты в компании, то есть как состоит их рабочий день, мне тоже захотелось испытать себя в качестве данного сотрудника, и поэтому меня перевели в отдел логистики. Сначала я был помощником главного логиста, а потом уже занял его место. Поначалу, конечно, было очень тяжело, потому что я пришел без каких-либо знаний в логистике, вот, поэтому приходилось все изучать с нуля. Где-то объясняли, чему-то обучали, но по большей части приходилось обучаться самому. YouTube で見る。いいんじゃないですか。
Сегодня довольно загруженный день, поэтому обед пришлось купить в ближайшем магазине 7-Eleven и продолжить работу, обедая за рабочим столом. Чем мне нравится моя работа? Тем, что каждый день происходит что-то новое. То есть нет вот этой рутинности, когда ты сидишь и выполняешь только одну определенную работу. Ежедневно возникают какие-то ситуации, какие-то проблемы, непредвиденные обстоятельства, которые необходимо решать. Для этого приходится общаться со многими людьми, включать голову, принимать какие-то решения, ну и в общем контролировать сложившуюся ситуацию. Временами бывает, что очень тяжело в плане объема работы, какие-то проблемы нерешаемые. Тебе кажется, что все это конец, нету выхода, но всегда находится решение. Когда ты проходишь вот этот сложный этап и переходишь к следующему, ты понимаешь, что ты получил ценный опыт, и ты развиваешься. И все это делает работу в логистике интересной и полезной. Ну и вот наш день подошел к концу. Уже практически 7 часов, пора возвращаться домой. Сегодня выполнили много работы, постарались. Поэтому едем отдыхать, отспаться. Вот завтра предстоит новый рабочий день. Надеюсь, вам видео понравится. Всем пока, до встречи.